Привет! В раздумьях, что купить и положить самой себе под елочку, у меня есть для вас одна идея. Смотрите, вот такой набор от Knit Pro приехал ко мне на обзор. Вот они. Здесь так и написано «Любовь к себе». То есть такой подарок нужно делать самому себе. Хотя, знаете, намекнуть кому-то, что вам нужна такая штучка, тоже можно. Давайте ее откроем. Ой, это не так просто. Смотрите, тут вот такая книга. Время быть счастливым. Открываю. И тут спицы. Одной пары не хватает, а она просто у меня уже в работе. Здесь спицы. Здесь 8 комплектов спиц. Самая маленькая размером 3,5 миллиметра. А самая большая размером 8 миллиметров. Ну, то есть такие спицы способны покрыть все ваши, практически все ваши вязальные потребности. Шаг в размере 0,5 миллиметров. Спицы эти не укороченные, это стандартная длина спиц со съемной леской. Скажу сразу, до этих спиц я никогда не пользовалась спицами со съемной леской. Я все время к ним присматривалась, но вот никак руки у меня до них не доходили. Дальше. Идем дальше. Тут два кармашка. В одном из кармашков вот его содержимое. Здесь концевики, их 4 штучки, и ключики для спиц, для лески, для спиц. Я не сразу поняла, как этим пользоваться, но потому что я первый раз использую разъемные спицы, и вроде бы они у меня руками очень хорошо закрутились. Еще есть вот такие два коннектора, но поподробнее о том, как этим всем пользоваться, я расскажу чуть попозже. Давайте продолжим обзор. В следующем кармашке идет открыточка от самого Knit Pro и набор лесок. Лесок здесь 4. Опять же скажу, одна у меня уже в работе, поэтому вы видите только 3. Здесь одна леска 60 сантиметров, 2 по 80 и одна по 100. И все они складываются вот в этот кармашек. Но это еще не все. Тут есть еще страницы. Смотрите дальше. Дальше идет вот такой блокнот. И сюда можно записывать. Ну, то есть это переводится на русский как проектная книга. Смотрите. Первая страница. Так, дальше идут обозначения. Очень, кстати, полезно, особенно для меня, потому что мне часто приходится искать обозначения. Здесь идут англоязычные обозначения. И если вы делаете мастер-классы на разных языках, то вам это пригодится. Дальше. Дальше идут номера спиц, но они с нашими не совпадают. То есть вот эта страничка мне не очень полезна, потому что здесь идут американские номера спиц и номера крючков. У нас же принято, что номер спицы или номер крючка равен миллиметрам. Ну, диаметру самой спицы или диаметру самого крючка. Дальше пустой листочек и дальше место, куда можно записывать все про свои вязаные проекты. Пряжу, какие спицы, плотность, пометки. Сюда можно все записать. И здесь таких листочков, ну куда же без рекламы, достаточно много. И дальше в конце просто тетрадочка в клеточку. Так, дальше. Это опять еще не все. Здесь есть еще одна страница, смотрите. И тут закладка. Закладка, правда, связана крючком. Розочка. Вот такой пуговкой. Я бы, правда, лучше связала крючком. Ну да ладно, спасибо большое за закладку. Очень милая, очень красивая. Ну
И конец моей книжки. На спицах у меня сейчас я взяла спицы номер 5. Смотрите, маркировка спиц идет на той части спицы, которая является коннектором к самой леске. У меня снуд, и я вяжу в круговую. Я вяжу на леске в 60 сантиметров, и такая леска, она идеально подходит для снудов и для шапочек тоже. Одну шапку я уже связала, опять-таки покажу вам эту шапку чуть позже. А снуд вот вяжу сейчас. Могу сказать сразу, я вообще фанат спиц Knit Pro, у меня очень большая коллекция собственная. Вот. И здесь вот особенно, что меня всегда волнует в круговых спицах, это стык. На этих спицах получается два стыка. Один стык на самой спице, где металл стыкуется с деревом, и второй стык это где леска стыкуется с металлической частью спицы. И эти все стыки пряжа проходит идеально. Вот. Ничего не цепляет, хотя у меня такая бобинная пряжа в несколько сложений, и вообще, если бы я вязала каким-нибудь Китаем, то здесь, конечно, бы я намучилась. Сама по себе спица заостренная, но кончик не острый, то есть палец он не колет, вязать удобно. В руке лежит тоже приятно, потому что это дерево. Если вы не любите металла, ощущение металла в руке, то к таким спицам, я считаю, стоит присмотреться. Разные номера этих спиц имеют разный цвет. И я для себя поняла, что это тоже плюс. Не приходится напрягать глаза, чтобы присматриваться. К тому, взяла ли я одну спицу 7-го, а другую спицу 6-го номера. Я сразу по цвету вижу, что у меня это разные номера. И это свойство позволяет мне просто сориентироваться побыстрее в спицах. Отполированы спицы тоже достаточно хорошо. Очень приятная на ощупь поверхность. Даже не знаю, как это еще описать. Здесь очень просто соединяется спица с леской. И из набора этих лесок и этих спиц можно создать очень большое количество вариаций. От круговых спиц до прямых спиц, очень длинных прямых спиц, на которых вы будете вязать все что угодно. Смотрите, вот я сейчас закрутила спицу руками, и я долго не могла понять, зачем нужны эти замочки, потому что она закручивается, раскручивается руками. Оказывается, что если вы просто закручиваете руками спицу, то в процессе вязания она может раскрутиться. Поэтому здесь нужен вот такой ключик. Ключик вставляется в отверстие и подтягивается на спице. Вот так. Теперь уже руками я саму спицу не откручу. И в процессе вязания она тоже у меня не открутится. И, соответственно, мои петли не упадут. И точно так же легко с помощью этого ключика, если он потеряется, здесь их 5 штук, но можно использовать даже обычную булавку. Я легко отсоединю спицу от лески. Традиционных шапочных спиц в наборе нет. Это те спицы, которые были бы 40 сантиметров, но вполне можно связать шапку и на спицах в 60 сантиметров. Плюс у шапочных спиц в 40 сантиметров обычно короткая вот эта спица. Здесь же спица стандартная. И если вы привыкли вязать и вам укороченная спица неудобна, то вот эта спица, видите, за мою ладонь она заходит. И получается вся жесткая часть помещается в ладони, и, соответственно, вот этот кончик, не как в короткой спице, не придется на середину ладони. Да, тем, кому неудобно короткая спица, вот такая спица будет очень даже удобна. Я связала вот эту синюю шапку на спицах 4,5 из этого набора. А вот эту бирюзовую шапку я тоже связала на спицах 4,5, но это были шапочные спицы 40 сантиметров, и они были тоже от этой же фирмы. Но когда я их вязала, вот на эту шапку у меня ушло 2,5 50-граммовых мотка. А вот на эту шапку у меня ушло 2 50-граммовых мотка и, наверное, метров 5 от третьего мотка. И я думала, что как-то эта шапка почему-то потребовала больше пряжи. Неужели это спицы сыграли такую роль? Но нет, оказалось, что я взвесила на весах. Это весит 101 грамм, это весит 103 грамма. Скорее всего, просто производитель пряжи немножко вот эти моточки делает поменьше, чем вот эти. И, как я уже сказала, на 60-й леске я буду вязать шапки или снуды, а вот на леске
подлиннее, я, наверное, смогу связать бактус, потому что бактус требует очень длинные лески. И уже один свой бактус я связала. И, честно, мне пришлось городить такую конструкцию из плоских спиц в 35 сантиметров. Это было жутко неудобно, но потому что на тот момент у меня просто не было вот этих спиц. Здесь можно с помощью вот этого коннектора соединить леску не только со спицей, но еще и со второй леской. Вот так вот. И сделать совсем уж очень длинную леску. Давайте я попробую это сделать. Это если у вас будет какое-то очень большое вязаное полотно на спицах. И сделать спицы не круговые, а плоские. То есть вот с одного конца у меня лески будет спица, а с другого конца я надену вот этот стопор. Этот стопор внутри имеет тоже резьбу, и он тоже вкручивается вот сюда. Таких стопоров 4. И до того, как получить этот набор, я думала, что этот стопор можно будет использовать как наконечник для вот этой спицы. Вот сюда. Нет, так нельзя его использовать. Здесь, если вы хотите отложить свое вязание и сделать из него долговяз, то тогда просто вот эту спицу выкручиваете. Вот так. И на ее место, чтобы не потерять петли, надеваете вот этот стопор. Ой. Вот. И то же самое можно проделать со второй спицей. И, соответственно, уже дальше убрать это вязание, если вы не хотите довязывать, в долгий ящик, забыть про него и вернуться лет через 5. Ну, маленькие номера спиц, я думаю, понятно. Это шапки, шарфы, свитера, варежки. Ну, варежки на круговых спицах тоже, в принципе, возможно, да. А вот большие спицы, здесь самый большой номер 8, и, если честно, я как раз его и использую для вязания из трикотажной пряжи. И вот на этих спицах 8 номером я смогу вязать пуфы. У меня есть несколько вязаных пуфов, сейчас у меня один только дома остался, я вам его покажу, хотя, наверное, вы его все уже часто видели. И его я как раз вязала на спицах номер 8. И, если честно, когда вы вяжете пуф, то здесь тоже нужна длинная спица и желательно круговая, именно с длинной леской, потому что количество петель очень большое. На обычных плоских спицах там больше 60 петель получается, именно трикотажных петель. Все это количество петель просто не умещается. И получается, что нужно опять-таки городить такую конструкцию из нескольких плоских спиц. Вот для этого мне идеально подойдет вот эта спица 8 миллиметров с разъемной леской. Ну, также я смогу связать сумки из трикотажной пряжи, рюкзачки, так что я надеюсь, что в этом сезоне на моем канале будет больше вязаных сумочек из трикотажной пряжи и шнура. Если вам понравился этот набор и он вас заинтересовал, то ссылка на него будет внизу под видео на русскоязычный магазин, где вы сможете приобрести себе в подарок такой набор. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео о вязании этими прекрасными спицами. Пока-пока!